Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Исполнится ли мое желание? Исполнится ли ваше желание, мои дорогие рыбы и рыбки? Давайте узнаем. Это новый формат видео, я назвала его «Трамвай желаний». Почему? Вся наша жизнь как своеобразное путешествие. Временами нам приходится, может быть, ускоряться, что-то сделать быстро в моменте здесь и сейчас, а порой у нас какая-то пауза наступает, словно остановка. И вот как проскользить на нашем жизненном пути или по рельсам судьбы, назовите это так. Я верю в судьбу, хотя можно со мной не соглашаться, но вот так вот я вижу, как мы от того, как мы правильно провзаимодействуем, может быть, в социуме, или как мы вовремя откликнемся на что-то, будет зависеть наше качество жизни. Вот давайте ваше желание, то, что вы хотите осуществить, посмотрим на возможности. И условно наш расклад будет состоять из двух направлений. Первый, мы выложим карты желания ваши или сферы, в которых вы хотите что-то, может быть, осуществить, и возможности. Но первая карта у нас будет называться энергии. Мы достанем, насколько они благоприятствуют осуществлению задуманного вами. Надо сказать, этот период января, 4 числа, Марс переходит из знака Стрелец в знак Козерога. И для всех нас, наверное, это больше порядка. С одной стороны, это импульс больше оптимизма, мои дорогие. Да, для всех знаков, не только для Козерога. Но это еще Козерог структура, поэтому, может быть, постепенно то, что было или казалось вам какой-то кутерьмой или каким-то хаосом, здесь как раз может в какую-то более логическую цепочку развития событий вы уже можете что-то простраивать, какой-то себе тезис-план, может быть, намечать. И 21 января Плутон переходит из знака зодиака Козерог, где было так, может быть, чуть-чуть тяжеловато, тягостно. Он переходит в знак зодиака Водолея. Нам в целом на 20 лет будет жить, интереснее может быть. Смена быстрая событий, декорации, обстановки. Много информации будет, правда, меняться. Успевая где-то поворачиваться, и это на долгий период времени. Это какая-то ломка шаблона будет неизбежна, совершенно точно. И где-то это уже в январе как будто закручивается. Некогда долго раскачиваться в январе. Может быть, с чем-то важным для вас будет очень актуально определиться, чтобы на последующий период уже что-то делать наверняка, мои дорогие рыбы и рыбки. Итак, энергия января для исполнения ваших желаний. И сами желания или сферы деятельности, где вы надумали с чем-то определиться или что-либо осуществить. 3. И также достанем 3 карты. Это возможности. По первому желанию осуществить второе желание для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. И третье желание. Итак, исполнится ли ваше желание? Каковы энергия? Выбор. Вот развилка. Значит, для вас, мои дорогие, будет в январе главная задача с чем-то определиться, с точкой. По сути, это все то, что я только что говорила. Это вы словно шли, наверное, скользя по своему жизненному пути. И вот теперь вы пришли, словно к стене какой-то, или словно вы пришли к какому-то барьеру, назовите, или к какому-то пространству, когда вам не дают возможности двигаться в том же направлении дальше, либо направо, либо налево, третьего не дано. И вот тот самый выбор должны делать только вы, на вас никто не должен влиять, уговаривать. Самое главное понять, чего же я хочу. А еще более важно, какого качества жизни я хочу. Вот тот самый выбор может касаться любой сферы жизни. Давайте посмотрим ваши желания. Для кого-то буквально желание «хочу, чтобы меня все оставили в покое». 9 жезлов. Карта сильной энергии, великой мощи, как в герметической колоде Таро. Но, несмотря на силу, возможности, вот эти самые возможности мы как будто используем только на благо себе. И это благо в двух направлениях. Когда нам первое, что-то угрожает, и мы должны проявить активность. И вторая активность, когда мы не должны упустить, опять же, какой-то его величество счастливый случай. Или когда наше дело, которым мы заняты, оно должно продуктивно идти вперед, вперед и вперед. Важно расходовать вашу энергию. Может быть, как раз
кто-то определяется, как я буду взаимодействовать с конкретным человеком или в социуме, или что мне и каким образом продолжать на работе, как, может быть, осуществить, если вы хотите строить карьеру. Значит, тут какие-то ваши мысли. Первое – определиться, а второе – составить тезис-план. Как будто силы не должны уйти в никуда, или вы их распылять. Вот тут вы не можете. А для кого-то из вас просто желание, может быть, и отдыха. Нам говорят, да нет. По королеве жезлов у кого-то может быть, знаете, какая-либо история с конкретным человеком, когда вы чувствуете, что может быть, вам не сказали правду, или что-то вас не устраивает, и вы можете, правда, взять словно дистанцию или уйти в какое-то нейтральное положение, ну так условно будем говорить, не говоря все, что вы думаете. Может быть, где-то настанет период в течение января, когда вы осуществите с этим человеком важный разговор, и у нас королева жезлов иногда может проиграться как конкретный знак зодиака. Это у нас Овен, Лев, Стрелец, или имеющий там асцендент, может быть, человек, может быть, даже где-то и по Луне, может быть, это по Луне и вы сами, или с асцендентом, значит, тогда какое-то ваше желание. Королева жезлов умеет хранить молчание. Она правильно взаимодействует с людьми, мои дорогие. Она никому не скажет ни да, ни нет, прежде чем она сама с чем-то не определится. И с ней хочется дружить, с ней хочется общаться. Это может быть и очень важный человек в вашей жизни, мои дорогие. Но как будто есть по этой карте и такой момент. Вы никогда не узнаете, что же думает она. Или что она задумала. Это не обязательно женщина, это может быть и мужчина. Может быть просто вот именно человек где-то в этих энергиях. Когда он умеет и свои секреты, повторюсь, хранить, так и ваши. Может быть, вы будете с ним советоваться, как вам правильно поступить, мои дорогие рыбы и рыбки. Может быть, есть такой человек, с чем-то вы будете определяться на долгий период времени. Но по королеве жезлов, знаете, это те люди, которые прочно стоят на земле, те, которые уверены в себе. Это те, которые как раз наиболее удачливы по делам, как работа, бизнес и деньги. Умеют правильно взаимодействовать с деньгами вот, или с денежной энергией, правильно распорядиться ими. Может быть, и вам придется что-то такое для себя важное решать, но нам уже сказали, да, своего рода развилка. И это как будто мы выбираем предпочтение, как будто есть уже явно у вас какая-то идея или то, что вы как намерение собираетесь осуществить. И знаете, по этой карте возможности будут больше, если вы не будете афишировать как будто свой успех. Вот, наверное, поэтому и девятка жезлов, как будто успех, удача любит тишину, мои дорогие рыбы и рыбки. Помните об этом в январе. Для вас определиться с чем-то очень важно. Но сказать, что вы это транслируете всему миру, или какой-то пафос, несмотря на огненную позицию карты, нет в королеве жезлов никакого пафоса. Поэтому вот если для кого-то из вас и очень хочется чем-то поделиться, все-таки карта сохранения у нас идет. Это оставаться воином в душе и контролировать ситуацию, чтобы использовать какие-то новые возможности. Еще одно желание тоже может быть связано с человеком. Но здесь у нас по королеве Пентаклей, не обязательно, кстати, что это будет женщина, это может быть и мужчина. Это те люди, которые рождены под знаком зодиака, Телец, Дева, Козерог, опять же, асцендент или по Луне, которые сделали себя сами. Королева Пентаклей из хаоса создает порядок. Вот вы будете что-то упорядочивать. Вот вы с чем-то явно определитесь и будете видеть, видимо, тот путь свой, жизненный, куда мне стоит прилагать усилия, а что не может быть продолжено. По королеве Пентаклей она тот райский сад, где она находится, создала своими руками. Это может быть для вас, для кого-то из вас окончательное решение: я буду развивать свое ремесло. Или я буду чему-то, кстати, учиться. Такое тоже может быть, потому что вы
захотите, или как-то окончательно определитесь с выбором сферы деятельности или сферой работы, может быть, способами заработка. Здесь как будто хочется и вам стабильного заработка. Вот такое может просто конкретно быть желание. Когда я хочу действительно упорядочить жизнь, так я еще хочу как будто план составить, может быть, до конца 2024 года, чтобы не было сюрпризов, чтобы не было вот этой двойственности. Но и с другой стороны, пятерка кубков, это может быть, знаете как? Вот уже вот эти все карты. Вы можете получить какое-то известие, которое вас, ну, так не вдохновит, скажем. И после которого вы примете решение, что вот как раз вот как это девятка жезлов, мне придется пересмотреть планы. Знаете, по всем этим картам для кого-то из вас, правда, может быть как событие или новость, когда вы узнаете, что если были прежде иллюзии, они закончились. И может быть какое-то сожаление, но реальность такова, что, ну, как будто какое-то направление не может быть продолжено. Или нам говорят по королеве Пентаклей, она сталкивается с тем постоянно, что вот сию минуту с точкой что-то сделать не получается, но она как раз к этим превратностям судьбы относится очень спокойно. Не получилось таким образом, окей? Мы переделаем или мы с каким-то новым подходом начнем. Мы что-то постоянно корректируем для того, чтобы усилить позиции или улучшить наше материальное положение. Может быть, вопросы здоровья не в плане болезни, а в плане бодрости, потому что сил как будто должно хватить по королеве Пентаклей. И есть еще один момент. Может быть, для вас есть смысл подумать, сменить свой собственный имидж, чтобы словно разрушить о себе какой-то шаблон. Вот это, с учетом двух королев, я бы сказала, мои дорогие рыбы и рыбки, подумайте. Почему? Две королевы и больше. Это когда от вас могут, ну так за вашей спиной, как будто вести разговоры, словно сплетни, по сути дела. И вот сменить о себе какой-то стереотип вас люди, может быть, представляют в одном каком-то свете. А когда деталь в одежде, может быть, прическу, ну не знаю, какой-то маленький штрих к своему имиджу мы меняем словно шаблон восприятия у людей. Психика человека так устроена, что он это провожают по уму, а встречают-то потому, какое первое впечатление вы создали. И вот где-то для вас сломать шаблон, чтобы уйти от разочарований. Вот я бы сказала так. Давайте мы посмотрим третью карту. Выйти из какого-то подвешенного состояния. Правда, вот эта двойка мечей сказала от начала до конца. Чтобы, с одной стороны, не было в отношении вас каких-то манипуляций. Именно. Не пытались с вами руководить, когда говорят, что делать, да, а вы все время на вторых ролях. Вот на вторых ролях хватит быть. Здесь нужно с чем-то вам определиться. С другой стороны, это может быть какая-то зависшая ситуация, которую вы ждете, что она закончится. Или вы конкретно ждете, может быть, какого-то события, получения документов, или когда определенная дата какая-то наступит. Тут ведь и так может быть. Тут самое главное не быть в зависимом положении для вас. Почему вот, наверное, как то, что я по королеве Пентаклей говорила, для вас архиважно. Возможности. Вы знаете, у вас получится. Я не могу сказать, что все. Но, наверное, мои дорогие рыбы и рыбки, ведь это карта праздника. Вам важно определиться, раз. Себя словно увидеть как-то по-другому. Не действовать по прежнему шаблону, это железно. Потому что, ну, наверное, даже от деталей в имидже до отношения к людям, отношения в социуме, взаимоотношений, да. Если продолжать все как прежде, ничего не поменяется. Если вы чувствуете, что да, как прежде мне уже, ну, до зубного скрежета не могу, значит, правда, нужно, как и этот стереотип по себе сломать, так и правильно провзаимодействовать с людьми, правильно договариваться, может быть, сменить свой личный где-то график жизненный, может быть, вот эта двойка мечей, когда мы уже тоже, как я сказала, дошли в определенном режиме, может быть, кто-то очень много работал, но от того, что вы еще больше будете работать и буквально упадете потом от этого труда, ваше качество жизни не изменится, тогда тут надо кардинально вообще что-то менять. И нужно решать. Уставшие люди делают ошибки, и тут, может быть, на фоне усталости какие-то ошибки, вы как будто их не видите.
И вот желание изменить свою жизнь, изменить вот это самое качество, как по королеве Пентакли, чтобы было все у меня под контролем, чтобы я видел на дальний период времени свою уверенность. Вот это в январе основополагающие вопросы. И чтобы не было подвешенного состояния, когда нам не сказали «да», нам не сказали «нет», мы сидим чего-то ждем. Вот знаете, правда, вот эти энергии вот категорически для вас как будто должны закончиться. И тогда Его Величество праздник, правда, как будто вам обеспечен. Но это без внутренней работы над собой, или назовите это просто определиться, да? Вот без этого это не произойдет праздник. Интересно. Давайте мы достанем карту совет. Неожиданный немножко для вас, мои дорогие, прогноз. Ну, кто знает, может быть, как раз с Марсом в Козероге вы как будто новую структуру для себя четко должны, новый план действий, тезис, план создать. И окончательно отказаться от того, что не имеет продолжения. А это уже по Плутону, 21 числа. У нас Плутон будет выходить из Козерога. И вот заканчивается какая-то история. И переходит уже в Водолея. А 4 числа у нас Марс из знака Стрелец переходит в знак Козерога. Это больше оптимизма для всех нас. Итак, совет для вас, для исполнения ваших желаний. Но вот все то, что я говорила, тут правда, сменить имидж, сменить какой-то шаблон. Нет ничего невозможного. Чем-то вдохновиться, но и контролировать ситуацию. У вас должно быть все под контролем. Знаете, действительно, из какого-то хаоса вы будете отстраивать порядок. В целом, может быть, для себя самого или самой свою жизнь нужно сделать более понятной, чтобы вот те возможности, которые они у вас будут в январе, тут нет ничего невозможного, и это старший аркан, тут может быть такой какой-то хаос, который нам придется, но если не отстраивать, то, как сказал Эйнштейн, мне эта карта напоминает, только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом, мои дорогие. И вот, пожалуйста, шут у нас жонглирует всем зодиаком. А для вас, может быть, это дважды актуально, потому что Эйнштейн родился под знаком зодиака Рыбы. И он был во многом странным. Он, например, ходил без носок. Для кого-то это был шок, когда это люди узнавали. Но это не имеет никакого значения. Вот самое главное, какой порядок в ваших мыслях, наверное, как у Эйнштейна. Вам действительно с чем-то, мои дорогие рыбы и рыбки, нужно определиться, пока не определился, как будто ни один ветер не будет попутным. Я сам, как без руля и без ветрил, куда-то иду или отдаю свою судьбу на волю случая. Так не должно быть. Каков еще совет? Вот вам нужно отдавать предпочтение только тому, опять же, возвращаясь к королеве Пентаклей, энергетике этой карты. Рыцарь Пентаклей едет медленно. Нет никаких мелочей. Не будьте небрежны в январе. Не делайте что-то на автоматизме. Может быть, вам еще придется что-то, как будто вот правда, тезис, план или что-то записывать. То, что прежде ускользало от внимания, от вашего. А тут как будто это надо поставить на первое место. Есть какое-то взаимодействие между внешними факторами, тем, что вы хотите осуществить, и возможностями. Рыцарю Пентаклей, первое, вы получите деньги, если они задерживались. Второе, если у вас сложная финансовая ситуация, по рыцарю Пентаклей есть человек, который приходит на помощь и выручает нас деньгами или советом, нам чем-то помогает. То есть есть такой человек железно. И вы как будто уделяете внимание тому, что надежно на длительный период времени. Вы уже, нам карта говорит, как по Плутону, с января. Если вы определитесь, вот каковы мои ближайшие направления, или что я хочу осуществить. Если вы можете, мои дорогие, прописать на бумаге, правда, от бумаги очень многое отталкивается. Почему? Мы, знаете, как будто мы прописываем и ставим печать. Мы свое намерение, когда мы можем изложить уже в письме, это значит наша сильная позиция. И это значит то, надежность, или тот наш достаток, или наше новое качество жизни, которое тоже на 20 лет, как по Плутону. В Водолей войдет Плутон на 20 лет. И поэтому, а вы как будто это закладываете с того, что выбираете себе направление в январе 24 года. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Помните, что праздник должен быть в конечном итоге для вас. И поэтому, видимо,
С чем-то вам определяться все же, хотим мы или нет. Может быть, и хотели, чтобы нас никто не трогал. Правда, вот такое может быть. А вот обстоятельства-то вот они нет, чего-то можем упустить. Тут все по-другому как будто складывается. Перекладывайте на себя и будьте счастливы. Будьте любимы всегда, мои дорогие рыбы и рыбки.